Никогда не поздно начать все сначала, так говорила одна женщина. Когда уходила от своего мужа, собирала вещи, успокаивала плачущего сына и постоянно приговаривала про себя: никогда, никогда не поздно начать все сначала. Она еще не решила, куда идти, но уже точно знала, что сил терпеть это чудовище, в которое превратился когда-то обходительный парнишка, больше нет. Она оставляла его наедине со своими пьянками и гулянками, с постоянными изменами, ссорами и скандалами, с регулярными оскорблениями, унижениями и рукоприкладством. «Катись ко всем чертям!» Так она сказала ему, когда стояла растрепанная в прихожей с сумкой в одной руке и зареванным ребенком в другой. Спокойно так сказала, без слез и сожаления. А он смеялся ей в лицо и приговаривал: «Да кому ты нужна, курица? Посмотри на себя, ни рожи, ни кожи. Я тебя из этой дыры вытащил, ты мне по гроб жизни обязана. Сдохнешь без меня, приползешь еще на коленях и прощения просить будешь». Она вернулась обратно в свой маленький захолустный городок к маме. Да и некуда было больше ехать. Папа умер, когда она была еще ребенком, а других родственников у них не было. Первое время приходилось очень трудно. С работой было тяжело, жили на мамину пенсию и ютились в ее крохотной квартирке. Образование получить она не успела, рано вышла замуж и все для мужа своего благоверного старалась. А потом одноклассница помогла поваром в кафе устроиться. Работы много, зарплата мизерная, но она старалась. Даже эти деньги были очень необходимы ей сейчас. И однажды мужчина один хороший подошел поблагодарить. Он часто в это кафе заходил пообедать. Нравилось ему, как новая женщина-повар готовит. Ведь сам он уже давно один живет. Жена умерла, а детей у них не было. Постепенно мужчина начал неловко ухаживать, как умел. То подарочек небольшой сделает, то с работы вечером проводит, то по дому с делами поможет. Так слово за слово, дело за дело, они жить вместе и начали. Да и сынишка ему приглянулся, уж очень он на него характером был похож. И так мужчине нравилось, как женщина его готовит, что в прошлом году он помог ей уже свое собственное кафе открыть. У дороги для проезжающих водителей. Небольшие сбережения у него были, кредит взяли. Дел, конечно, еще очень много, но в следующем году уже надеются полностью с долгами рассчитаться, а там, глядишь, и гостиницу придорожную откроют. А как же муж? Он приезжал. С цветами? Уговаривал ее вернуться. Предлагал начать все сначала. На коленях, конечно, не ползал, но прощения просил старательно. Как будто и не было всех этих долгих мучительных лет. Но она отказалась. И точно так же, как и в последнюю их встречу, она повторила ему в глаза: «Катись ко всем чертям». Только теперь с улыбкой и с полной уверенностью, что у нее уже точно все будет хорошо. Потому что, когда не остается сил продолжать терпеть, обязательно найдутся силы, чтобы начать все сначала.